Добрый вечер, мои хорошие, здравствуйте. Решила выйти с вами в эфир немножко. Да, добрый вечер. Мне нужна сразу обратная связь, чтобы я знала, что все здесь нормально. Пока еще, но у нас всегда задержка такая небольшая идет, когда подключаешься. Ладно. Сегодня я хотела... О, привет, все, вижу. Сегодня я хотела немножко поговорить о защитах, то есть вот именно о видах защиты, какие они бывают, да, то есть хотела бы от вас услышать, с какими вы уже сталкивались, что вы делали, возможно. Почему? То есть, ну, во-первых, сейчас у нас время непростое, хотя время всегда непростое. То есть для любого поколения оно всегда непростое, как бы там ни было. То есть поэтому немного хотела об этом поговорить. И еще потому что опять начала сталкиваться с так называемыми интересными защитами. Я никого из мастеров не хочу обсуждать. То есть у каждого свой способ работы. То есть и когда там на кого-то грязь льют, я то есть очень категорично к этому отношусь. Но, в принципе, просто хочу вас предупредить. То есть, когда вы что-то делаете, спрашивайте, пожалуйста, у мастера, если хотя бы вам интересно это, да, то есть, потому что все-таки это работает с вашими телами, с ментальными, то есть и с физическими. Хотя бы спрашивайте, как это будет делаться, да, то есть, потому что потом, когда вы обращаетесь к другому, да, ну, ко мне, когда приходят, и я вижу, что там было что-то сделано такое, что э, весело, короче, по-простому, то, очень сложно исправлять работы, понимаете, очень сложно. То есть это одно. Плюс я сейчас от многого просто отказалась, у меня нет возможности, нет времени. Свою работу я хочу делать, чтобы это было идеально. То есть, по крайней мере, чистки, да, там какие-то защиты ставить. То есть я хочу, чтобы это было идеально. Не всегда это выходит по времени, то есть мне приходится откладывать. То есть поэтому, чтобы вы знали просто. Так вот, да, добрый вечер. Здравствуйте всем, рада вас видеть. Так вот, то есть самое такое, то есть то, что сейчас прям блуждает вообще, то есть, есть очень известный и интересный мастер, то есть не могу сказать о его работе ничего такого, то есть потому что, ну, не знаю, как он работает, как этот человек работает. Но факт то, что человек закрывает в зеркала. То есть якобы ставит такую зеркальную защиту, но самое страшное, одно дело в зеркала, да, то есть вы должны включать немного логику, что происходит в этом моменте, когда вас закрывают зеркала. Одно дело зеркальная защита на ментальном уровне, да, которую можно там где-то вы можете сами сдвинуть, убрать, то есть вот это вот можно будет делать. Другое дело, когда вас вот мастер какой-то закрывает. Если у мастера есть хорошая сила, то он может в этом случае, ну, я бы сказала, здесь для меня навредить. Потому что человек, да, он защищен, но человек никуда не двигается. То есть у него внешняя сторона именно мира меняется очень сильно, потому что нету движения. Защита служит не для этого. Это одно. Следующее- это то же самое, что потом эти зеркала еще и закапываются, то есть заворачиваются в тряпку и закапываются. То есть тоже плохо, я очень к этому плохо отношусь. То есть ваша фотография ложится между зеркалами и закапывается. То есть включаем мозг немножко. Мои любимые слова: включаем всегда мозг. Это одно. Это одна такая вот, с которой я опять стала сталкиваться очень часто. Вторая. Это когда мастер сам говорит о том, что идите на кладбище, закопайте там, найдите могилу со своим именем. Ребят, понимаете, вот тут до смешного. То есть я просто это вообще не связано с защитой, да, то есть, как она, кладбищенская защита называется, именно такая. То есть есть разные, есть очень хорошие мастера, классные мастера, которые с кладбищем работают. Но здесь вот именно идите сами на кладбище, там, вечером после там 6-4, да, у кого как, кто куда в какую сторону. И найдите могилу с таким же именем, попросите защиту у этого человека и закопайте свою фотографию. Ядри ваши палки. То есть вы у меня, извините, у меня вот, если бы можно было материться, я бы материлась. Потому что вы делаете обыкновенный парчак. То есть сами себе при том, понимаете? И виноватых не найдете, как говорится. То есть поэтому тоже думаем немного, да, то есть как происходит, то есть если вас куда-то отправляют, тем более человек, который никогда не работал с кладбищем, никаких не имеет к этому, я не знаю, отношения вообще никакого, да, то есть и его отправляют туда для такой работы. То есть, ну, ребят, ну, блин, я понимаю, что человеку можно, это я сейчас к мастерам обращаюсь, человеку можно на уши очень много навешать, да, особенно если когда он в панике, но не до такой же степени, то есть совесть-то немножко имейте.
Они приходят, и ты действительно смотришь, блин, ну ё-моё, ну блин, ну сами себе сделали еще и парчак, еще и какой. Да и не понимают, что с ними происходит, почему все разрушается, почему за ними там покойник шарахается, понимаете? То есть почему они нацепляли каких-то сущностей, непонятно. А потом, когда начинаешь копаться, и такое вылазит наружу, ну это несерьезно. Так, это одно. То есть это вот такие вот, которые я вот последние дни буквально, да, я столкнулась с этим. Ну, ну, елки-палки. Так, еще, то есть это защиты, которые якобы вы ставите через интернет. Какие? То есть это когда вы насмотритесь, у нас в Ютубе очень много таких ребят, когда вы насмотритесь якобы каких-то мастеров, и потом начинаете себе по их, вот как они выложили это, то есть делать такую защиту. Опять же говорю, мастера бывают разные. То есть есть те, которые вы являетесь такой энергетической батарейкой. То есть и вот, делая какой-то обряд, опять же, если вы, как говорится, не, занимаетесь такой эзотерикой, именно такой, да, то вы получаетесь батареечка, с которой можно качать вашу энергию, ваше здоровье и всё остальное. То есть, мастер является такой основой, которая вам это выдает. То есть он понимает это прекрасно, больше чем уверенно, когда делают такие обряды и показывают это. Да, есть такие, которые просто, много достаточно, которые просто вот ставят, то есть не понимая ничего, да, для того, чтобы там нагнать, на подписчиков все остальное. Потому что на этом сейчас можно зарабатывать очень даже неплохо, да, то есть вот именно когда вот эти вот там подписчики сразу идут и все остальное. Я опять же повторюсь, ладно, сори. Я опять же повторюсь, то есть смотрите. Извиняюсь, что я из стороны в сторону кидаюсь, потому что, в принципе, информации много, я боюсь просто потерять ее из вида. Так вот, мои дорогие, то есть что происходит еще тут? То есть ладно того, что мало того, что вы батарейка, да, вы еще неправильно делаете многие вещи, потому что сначала надо действительно себя почистить, если очень хорошая защита. Надо себя почистить сначала, как бы там ни было, а потом только ставить. Это одно. Плюс вы перекачиваете свои какие-то удачи. То есть принцип крадника работает очень хорошо в этом случае. Но сейчас у нас крадник перешел на новый уровень развития, поэтому очень даже, как говорится, помогает в этом случае. То есть вот поставить на вас крадник. То есть поэтому пока идет перекачка. Но опять же, да, то есть если мастера делают такой крадник, то есть мне тут смешно становится, потому что можно перекачать все что угодно. Болезни человека, проблемы человека, то есть и все остальное. То есть для меня вот это непонятно, почему это делается. Просто, ну, просто действительно смешно становится. Дальше, смотрите, прежде чем ставится защита, обязательно человек должен вычиститься капитально. То есть, когда все-таки меня уговаривают и приезжают ко мне домой, чтобы я почистила и сделала защиту. Там, знаете, очень серьезно надо вычищать. То есть очень часто такое бывает, потому что я берусь только за тех людей, которые действительно там критично. То есть и вычищается капитально. Надо вычищать так, чтобы там ничего не осталось. Почему? Потому что защита, которая ставится именно вот так вживую, да, серьезная такая, мощная, она вас закрывает от всего. То есть и она может этот негатив оставить внутри. И потом никто не добьется, чтобы его оттуда вытащить, остатки эти. То есть поэтому тоже здесь чистки проходят довольно серьезные. Ментальная, то есть я работаю сейчас на фантомах, много защиты ставлю, именно ментальная, да, защита, она действует ненадолго. Любая защита, кстати, имеет срок годности. Всегда так было и всегда так будет. Когда говорят пожизненно, так не бывает. Так вот, ментальная защита, вот такая фантомная защита, да, она делается на определенный срок только и на определенные вещи. Тоже, чтобы вы понимали. То есть нет такого, что тебя от всего прям оградили, то есть от тебя от всего спасли. То есть берется какое-то вот направление определенное, да, то есть, ну, там несколько может направлений быть, да, ну, вот ставится вот эта фантомная защита. Почему я делаю такую защиту? Потому что я считаю, что, честно говоря, во-первых, обмен тогда может быть продолжаться, то есть между людьми, между вот там в общении, все остальное, вот эти вот обмены, я очень хорошо к этому отношусь, очень хорошо. А другое, у меня такой принцип, то есть лучше защиты не иметь ее вообще. У меня такой принцип. Потому что ты там спокойно тогда можешь разобраться, что у тебя там происходит, как убрать и все остальное. Потому что иногда, опять же, если защита поставлена неправильно, ни до чего не докопаешься. Очень и очень тяжело. Вот эти настоящие защиты, которые ставятся на род, делается в основном это не мастером, а делается это родовым человеком. То есть тот, кто на данный момент как бы хранитель рода, понимаете? Вот он может такое сделать. И это человек по крови. То есть,
Просто так родовую защиту это не поставишь. То есть этот человек должен быть из твоего рода. Плюс не забывайте о том, что вы всегда можете обращаться к своим родовым, ушедшим уже, которые точно так же могут помогать. Тоже, чтобы вы знали это. Я объясняла, как это делается, там я объясняла, как это делается, там ничего сложного нету. То есть вам достаточно поговорить. Это то же самое, что когда вы молитесь, да, вы просто можете поговорить. Вот кто у меня верующий. Ну вот это вот к таким вещам, таким небольшим. Наташа, спасибо, дорогая. Да, следующее. Почему-то считают, что когда ставишь защиту, то на тебя ничего никогда не валится больше, да? То есть на самом деле. Я вам сейчас объясню такую вещь. Вы понимаете, когда ставят защиту, да, вас защитили от каких-то вещей. Вы не ломаете ноги, вы не ломаете руки, у вас не уходят деньги, да, вот это вот. Но вы не забывайте, что те враги, которые у вас есть, они все равно продолжают работать. Они же вас все равно видят. И все равно та же зависть у них существует и все остальное. Если вы хотите действительно, чтобы у вас ничего не было, это не ко мне обращаться. То есть, чтобы у вас этот человек не увидел, вообще исчез из вашей жизни, да, это обращаться не ко мне. Потому что здесь уже работают другие ребята, понимаете? То есть, во-первых, есть отличные мастера, которые могут, ну, грубо я говорю, нету белого и черного, да, но я говорю грубо, да, есть чернушники, которые могут вам в этом прекрасно помочь. Есть действительно мощнейшие, классные мастера, которыми я действительно вот просто восторгаюсь тем, что они вот есть, они существуют, вот именно где-то в моей жизни, да, то есть мы все равно время от времени общаемся. То есть поэтому это не ко мне. То есть какая бы защита ни была, не забывайте, что есть вы и есть человек, который, например, желает вам какой-то гадости или что-то еще. И он все равно вас видит. Он все равно вас видит. На фантомном уровне, когда ты разворачиваешь этого человека, да, то есть это идет на определенный, опять же, временной отрезок. То есть ты можешь убрать так называемого врага, то есть развернуть его в другую сторону, чтобы он смотрел в другую сторону. Кстати, вот эти вещи я буду на «Матриксе». Кто у меня будет на «Матриксе» в сентябре месяце, я буду все это рассказывать, показывать, как это делается. Ты можешь его развернуть в другую сторону, но это на определенный период времени. Потом он все равно возвращается. Понимаете, потом вы все равно где-то, мы все между собой взаимосвязаны. Какой бы гадкий человек не был, у вас все равно есть связь. Обязательно. То есть я говорю, мы все. Почему так просто рассмотреть какого-то человека, то есть по имени по одному? Это очень просто. То есть достаточно имени, ну, я беру сейчас дату рождения, чтобы если глубоко просматриваю, имя и возраст. И можно о человеке рассказать все, что хотите. То есть посмотрите внутреннюю сторону и все остальное. Так называемый штрих-код. Вот так что, мои хорошие, то есть не ждите, во-первых, чуда. Всегда, вот я говорю, когда объясняешь человеку, что защита — это не то, что он себе вообразил, понимаете, абсолютно не то. То есть надо понимать немножко смысл вот таких защит, которые ставятся. Вот, поэтому, пожалуйста, никаких претензий там к мастерам, да, если что-то происходит. У меня дочь приехала, опять где-то каталась. К мастерам, которые вот именно делают, и если у вас что-то вдруг не получается, возможно, здесь еще и у вас есть причина, кстати. То есть, что у вас что-то не получается, что-то не выходит там, да, понимаете? То есть защита — это не значит, что это решение всех ваших проблем. Абсолютно. Сейчас, извиняюсь, подвину немножко. Так, это вот к этому. Теперь смотрите, то есть вот талисманы, амулеты, красная нить — прекрасные вещи. Очень хорошие вещи, которые работают, если только вы в это верите. Если вы ни во что не верите, зачем вам это нужно тогда? То есть красную нить завязывать очень легко. Самому это можно делать. Человеку, которому вы доверяете, можно это делать. Понимаете? Потому что когда ты завязываешь красную нить, ты должен, во-первых, если я, например, как мастер это делаю, да, я отключаю, скажем, свои мысли вообще. То есть я этому научилась, а слава богу, спустя 40 с лишним лет, как говорится, да, то есть что я могу это отрабатывать. Это не так просто, вы знаете, что мысль отключить непросто. Тем более, если у тебя там какие-то свои заморочки, ты там с кем-то поработал сейчас и думаешь об этом человеке. Но отключить можно, чтобы заложить в эту нить то, что нужно. То есть там на защиту ставится, да, нити на всякое ставятся. Они бывают и разноцветные ты делаешь, всякие ты делаешь. То есть на удачу можно делать, все что угодно. То есть вот это вот делается, завязывается. Ниточка, как только она оборвалась, не просто так она обрывается. Да, конечно, нити бывают и бракованные, тут ничего не скажешь. Но действительно у мастеров в основном это нити, которые проверенные, да, которые не лежат там где-то во влажной обстановке, специально не растягиваются или что-то еще. То есть они действительно заряжены.
Вот это одно. И может близкий человек это ставить. Опять же, повторюсь, то есть очень хорошо мамы ставят, которые любят своих детей. Завязывают те же самые узелки, да, делается 7 узелков, делается по-разному. У всех я делаю на семерку всегда. То есть завязываются узелки и закладывается туда вот как раз то, что хотел бы человек так получить, либо от чего бы его оградить. Вот это вот делается. У мам это отлично получается. Поэтому, дорогие мои мамы, я понимаю, что мы живем в эмансипированном веке таком, да, и бабушки тоже многие не знают, как чистить и все остальное. Но все-таки научитесь. А мы от этого еще никуда не ушли. Вот, следующий момент — это вот браслет и все остальное. Точно так же. Но я вам скажу, есть камни пустые на самом деле. То есть есть камни, например, та же самая лава, я ее терпеть не могу. Она красивая, ничего не скажешь, она такая вся. Но она пустая, то есть это не камень для меня. Естественно, это лава, вы сами понимаете, что это такое, да, то есть это для меня пустой просто пепел, как говорится. То есть поэтому я лавой вообще не занимаюсь. То есть вот, камни, которые там агат, аметист, да, вот отличные камни, их такое разнообразие. То есть сейчас вот я полюбила, драконью кровь, да, то есть это яшма. Я ее прям полюбила. Она жесткая такая, но она серьезная. То есть вот она если работает, то работает. Вот, то есть на удачу есть камни очень хорошие, да, там, кстати, я тюркис люблю, хоть он и по цвету мне не нравится вообще абсолютно, но я его люблю, он мягкий для меня. То есть я, опять же, когда я смотрю на человека, я подбираю камни, которые нужны. Но есть, опять же, для чего? Иногда человек сам не видит. Когда он делает заказ, он не видит, что у него там. Поэтому могут быть такие, как я называю, бунт, то есть разноцветные браслеты, да, они могут быть там вообще не сочетание цветов и всего остального. Да, я хоть и стараюсь подбирать, чтобы хоть немножко вид был, но все-таки бывает такое, что не сочетание цветов. Потому что подбираются, во-первых, камни, такие, чтобы рабочие были, да, это одно. Они могут быть совершенно разные. То есть поэтому и они могут быть яркими. Там сейчас, кстати, их красят очень много, да. Мне нравится, как сейчас красят тигровый глаз. У меня синий и зеленый тигровый глаз, который я использую, да, очень красивый, но все-таки он крашеный. А вот настоящий тигровый глаз, да, он немножко такой по цвету не очень выглядит. Поэтому если вам приходит какой-то браслет, да, то есть понимаете, я никогда, когда мне говорят, заказывают: "Я хочу такой-то, такой-то", нет, такой-то, такой-то не получится, потому что я вижу, что этот камень тебе не идет. То есть я делаю сама, просто чтобы вы знали. И, как у меня там один человек удивился очень сильно, когда вот так вот вечером поздно, там 2 часа ночи я сидела, делала браслеты, и позвонили мне по видеосвязи. Я сижу, делаю. Он: "А вы что, сами делаете?" Да, делаю сама. Все делаю сама. Мы думали, что у вас команда какая-то, которая делает. Нет, у меня есть девчонки, которые все это умеют, но они делают для своего направления, для своих. Вот, то есть это к этому моменту. Теперь по чисткам. Еще тоже хочу я этого затронуть немножко. Понимаете, то есть, если у вас нету такой порчи грандиозной какой-то, да, то есть вы можете научиться чиститься сами. Сложно в этом ничего нет. Когда мне человек говорит: "Ой, я не хочу сделать и сами", вы меня извините, во-первых, чистки тоже стоят. То есть если вы хотите тратиться, да ради бога. За ваши деньги любой каприз, как я это называю, да. Но мне жаль, во-первых, что вы растрачиваете. На самом деле это не то, что я сейчас вот там показушку какую-то устраиваю. Нет, что вы растрачиваетесь на самом деле. И я вижу, что вы можете это сделать сами, вы можете научиться этому, и сложного ничего нету. И это всегда будет скорая помощь. То есть если что-то произошло, какой-то негатив хапанули, сразу же сами почистить. Потому что пока вы дозвонитесь до мастера, да, до меня тоже, ой, чуть не сказала, не просто так попасть. То есть поэтому лучше всего иметь эти чистки у себя под рукой, как говорится, и уметь чиститься. Элементарно, все знают это. Их море, этих чисток, каких только нету. Есть и отжиги есть, да, то есть есть у нас и водой, и солью, то есть самые простые хотя бы. Что-то серьезное, если у вас настоящий порчак, да, сейчас вот там приехать ко мне, если у вас порча, тоже непросто, потому что сейчас со странами немного такая проблемка. То есть поэтому не так просто. То есть, да, я умею снимать порчу за один раз. Это раз плюнуть. То есть это действительно мощно, это работает, это можно сделать. Но еще и многие придумывают себе негатив, понимаете? Придумывают. Вот это я вам скажу, процентов 80 минимум точно, которые придумывают, приходят и говорят: "У меня порчак". Там смотришь, человек шевелиться не хочет. Вот работы нету, того нету, а меня это не устраивает. Я говорю: "Вот почему нет? Ну, у тебя все данные для этого есть, ты чистый, у тебя нет негатива. Почему нет работы?" Ну, там вот мне надо там по сменам, у меня не получается. То есть там, где заработать можно, это по сменам в основном, да, особенно если у нас Германия, это у нас заводы. Ну, блин, ну вот, а там я говорю: "Почему свой бизнес, например, не открываешь?" Ну, блин, ну, я не умею, я не хочу это учиться, надо. То есть отмазка, всегда находится какая-то отмазка.
Человек– существо ленивое. И вот, ну, поэтому я вам и говорю, друзья мои, хорошие мои, научитесь элементарным вещам, научитесь, кстати, искать еще и в себе проблему. Почему у вас, то есть проанализируйте, все проанализируйте сначала. Почему у вас что-то в жизни происходит? Не виноваты ли вы в этом сами? Понимаете? То есть, если да, если вы знаете, что у вас там по роду что-то идет, кстати, по роду тоже сейчас очень много именно уже все людей, которые родоначальники нового рода. То есть вот этот этап изживания там определенных родов уже произошел. Это одно. Родоначальники, живите своей жизнью правильно. Правильно- это как, да? То есть вот когда у меня же в основном приходят люди так постарше немножко возраста, молодежь у меня мало приходит, инопланетяне мои. Но которые вот, постарше возрастом, мне: "А как вот, как правильно жить? Я уже полжизни прожила". Но, мои хорошие, как правильно жить? Вот эти вот 10 заповедей, поверьте мне, вот они везде работают. То есть это не шарахайтесь от того, что: "Ой, это же в Библии написано, вы что? Это же там". Нет, это все неправда и все остальное. Вот эти вот будете придерживаться их, это человеческие настоящие заповеди. То есть не убей, не укради, вот это вот все. Вот все элементарно. Вот это как раз вы и будете закладывать вот этот потенциал в свой род, потому что от вас начинается, вы то зерно. И от вас будет зависеть, как пойдет дальше у ваших там. Не наделайте тех проблем, которые когда-то ваши предки наделали. Либо вы, скажем так, в прошлой жизни где-то, да, позапрошлой. То есть чтобы вы тоже это понимали. И также учите своих детей, что нельзя, то есть нельзя брать что-то. Вот это вот еще, сколько раз говорила. Ребята, если что-то плохо лежит, не значит, что это надо взять. Потому что возьмете чужое, какое бы оно ни было, даже ненужное, возьмете чужое, заберут поболее. Иногда это бывают очень хорошие проверки от этих ребят сверху. Так что аккуратнее. Никогда не подбирайте ничего, никогда, ну, не воруйте. Вот это вот сейчас вообще это что-то, блин, я смотрю, такое ощущение, вот мы шли к этому осознанию, сейчас как скатились опять все. Я понимаю, низкие энергии и все остальное, да, ну, блин, так тяжело мы все из этого вылазим. И потом сейчас опять сами же туда же и катитесь. Вот, просто вот думайте. Так, что подсказать? Как самим чиститься? Галь, ну, элементарно, в душе чиститься, понимаете? Солью себя натирайте, как скрабом. Очень элементарно. Воск свечкой выливать, то есть тоже не надо никаких там заговоров лишних, да, то есть можете «Отче наш» читать, самое элементарное, да, потому что восковое все равно оно идет у нас немного вот с этой стороны. То есть потому что другого вы ничего все равно не знаете. То есть не надо лишний раз куда-то уходить в дебри. Искать у кого-то эти заговоры не нужно. То есть достаточно вот, самим немножко пошевелиться на своей визуализации, то есть представлять, как из вас это выходит, как вот это перетягивается в тот же воск элементарный. То есть, понимаете, просто вот эту вот грязь берете и туда закладываете, и всё будет понятно. Вот, так что здесь ничего сложного нету. Чистка 40 свечей, то есть очень просто, очень делается легко. То есть я беру, вот у меня свечи, я не покупаю в церкви, я, беру eBay, если вы знаете, кто тут. Ну, это типа, Озон или Амазон, что такое. Амазон у нас тоже есть, кстати. То есть 40 свечей тоненьких я беру, связываю их красной нитью 7 раз, вот оборотов делаю, да, то есть вот и поджигаю, когда человек стоит. То есть сначала я его открываю. Открываю как? Это слева направо. Я его открыла. Понимаете? То есть и потом начинаю просто проходить возле него свечами, вот этим, то есть этим факелом так называемым, проходить до самого пола. Будет щелкать, будет трещать, будет копоть лететь, то есть потому что оно выжигает очень-очень сильно. То есть все, что там накопилось, и какие у вас там где-то негативчики, либо какие-нибудь лярвочки, что-нибудь такое. То есть это все выжигается и спереди, и сзади. Потом я тушу, не надо, чтобы он догорал, то есть это факел, то есть это для этого человека потом как бы остается. Может в любой момент себя там прожечь опять. Вот, и сначала, вернее, закрываю опять, то есть в обратную сторону, как радугой, знаете, делаю. И потом просто тушу и, например, даю человеку, когда ему очень плохо, он может точно так же сам себя обжечь. Понимаете? То есть поэтому ничего такого нету. Отработанные свечки либо сжигаются до конца, либо они закапываются в землю. Мне бы хотелось узнать в моем, Ириш, не знаю, какие у вас. Я, во-первых, у меня, ну, действительно очень много через меня проходит браслет, поэтому не помню. Так что здесь вот 40 свечей- очень классная вещь, особенности, если вы понимаете, что у вас где-то есть пробоина. То есть тоже хорошо. После чисток в основном надо еще и заполняться.
То есть заполняться, ну, тоже элементарная вещь абсолютно. То есть вы можете представить себя, как бы, что вы в таком большом яйце находитесь, да, курином, огромном, страусином, даже не знаю, как сказать. И туда запускаете такой розовый туман, мягкий. То есть, понимаете, на визуализации. И как бы вот разглаживать все, уплотняете. То есть такую ауру, по крайней мере, свою закрепить можете немножко, уплотнить. То есть сложного в этом ничего нет. Вот так. То есть главное не лениться, не бояться. А то всегда вот, кстати, когда перед тем, как вот эти чистки начинаешь, всегда какая-то у человека начинается это, как сказать, ну вот человек хочет себя почистить, там, все, сегодня вечером я соберусь, я буду себя чистить. И начинается. То посуду помыть, то генеральную сделать. Ой, я сегодня устал. То есть всегда какая-то, опять же, та же самая лень или отмазка. Понимаете? А потом, ну, наверное, вы меня почистите. Я не почищу, потому что я могу вот действительно вас, вот если простые чистки, я девчонкам передаю. То есть девчонки у меня работают, с чистками, да, потому что мне, опять же, я говорю, я и так сижу, блин, до 4 утра. Поэтому, мои хорошие, не так все просто с моей. Я берусь только за очень-очень серьезные вещи. Тогда я берусь. Марин, если у вас есть какой-то вопрос личный, пожалуйста, у меня есть консультации, можете приходить, да. Один вопрос я тоже делаю, то есть ради бога. Что у нас хорошее? Что еще мои такие? Так, то есть это вот, да, я уже и так получила. Я хотела как коротенечко, минут на 20, опять не получилось. То есть, чтобы вы понимали, что такое защита у нас, да, я вам немножко объяснила. Такое вот, всегда спрашивайте, если вы хотите, действительно что-то, чтобы на вас было сделано, спрашивайте, как это будет делаться. Если вас заставляют что-то сделать, то есть, опять же, повторюсь, пойти на кладбище там к какому-нибудь покойнику, ну, голову просто включайте. Вот я говорю, вот это вот за последнее вот это время у меня вот таких 2 случая, то есть за 1,5 недели вот эти. 2 таких случая, когда я говорю: "Это что такое вообще? Что происходит?" Ну вот, и всегда анализируйте свою жизнь, то есть где вы сами совершаете ошибки, почему у вас, опять повторюсь, это происходит, почему какие-то проблемы. То есть не надо все сразу кидать, вот там на вас кто-то делает, вам кто-то завидует или что-то еще. То есть не надо этого делать. То есть и, кстати, еще очень часто, когда вот тоже такое я вам скажу, очень часто, когда человек, у нас сейчас очень много эзотериков приходит, да, которые еще не полностью себя открыли, и когда человек приходит к тебе, и ты говоришь, что у него дар, то есть он приходит с тем, что: "О, на мне парчак, мне сказала там какая-то, это на мне парчак, на мне все такое вот, у меня все рушится". Ну, у любого, то есть и у женщин, и у мужчин есть определенное время, когда как раз проявления очень сильные начинаются, ломка в жизни, да, что его выводят в эту сторону. То есть, что надо вот эзотерикой заниматься, надо что-то в род, свой род нести, то есть дар у тебя знания есть, ты просто не можешь вытащить их никак, то есть не знаешь, как и что происходит. И у тебя якобы рушится жизнь. То есть, и вот начинается парчак и все остальное. Смотришь, у человека обалденнейший дар, то есть сильнейший. То есть, но он не раскрытый. А ему вот, то есть, и вот эта вот ошибка у многих мастеров, не скажу, что сильно слабых, но все-таки есть, когда смотрят там на Таро или что-то еще, они говорят, на тебе порча. На самом деле это может быть человеческий вот этот дар, который сидит внутри. Это не порча. Ну, кстати, вы знаете, да, что я всегда так говорю, да, вы когда мне говорят дар, я говорю, ребята, вы не думаете, что это может быть проклятие какое-то, когда ты целыми днями только сидишь с чужими проблемами. То есть тоже вот, мои хорошие. Я не буду листать никакие, Лен, подождите, сейчас. Я просто сейчас немножко почитаю, если я найду. М, булавки, слушай, Свет, сейчас булавок нету, потому что сейчас я вот отсюда, давайте, мои хорошие. Булавок сейчас нет на данном месте, есть иглы у меня. То есть иглы тоже хорошо на защиту ставить. То есть большие есть у меня, то есть, по-моему, там, и поменьше есть. То есть они тоже серебряные иглы, которые чистое серебро, то есть специально заказывали. Как я говорила, у нас есть мастер, который это делает. То есть проверенный, вот именно который льет, да. То есть сама я точно не лью, не делаю, то есть такие вещи. То есть иглы, булавки, вот такой вот я не могу отливать, да. Это, ребята, это я еще пока не дошла до этого. Но вот есть мастер, именно ювелир, который это делает. То есть они под заказ такие идут там достаточно. Сейчас немножко там проблема есть, но пока еще остались иглы. То есть это вот цыганские большие, серебро чистое, да, и вот поменьше такие. То есть тоже чистое серебро, 999, чтобы вы понимали. Их можно, пожалуйста. Так, Ириш, я не поняла, что видела, как делают, не поняла. Спасибо. Спасибо за такие теплые слова всегда.
А вот, да, Леночка, вот вы, наверное. Если я дочь почти 40 свечами, я на себя могу его негатив забрать? Можете. То есть, но обжиг вот этим и хорошо, то есть не все перекидывается. Теперь смотрите, всегда ставьте защиту себе. Перед тем, как того вы кого-то чистите, обязательно ставьте защиту себе. Но еще вот материнская, когда чистка делается, в чем проблема с материнской чисткой? Потому что вы переживаете за ребенка очень сильно. И вы так и так на себя берете. Понимаете? То есть поэтому после этого обязательно тоже сами почиститесь. Там элементарно это руки до локтя, другое это у нас душ, да, третье там у нас есть банным веником очень классная защита, ой, чистка. То есть там хватает, но тоже себя почистите. Так, добрый вечер. Вы часто ходите? Сейчас нет, Володь. То есть раньше ходила, то есть я была очень религиозной. Пока я уже говорила это, то есть я обучалась на катехизатора. То есть это типа вот миссионеры в свое время. То есть на втором курсе, когда мы углубились в основы религии, я бросила. То есть потому что я увидела то, что, наверное, не надо было видеть. Это одно. Сейчас нет, потому что здесь у нас очень, у меня рядом со мной католический именно центр очень большой, там 5 церквей, да, огромных, но они для меня настолько грязные. То есть там есть одна единственная, время от времени я туда заглядываю, она очень чистая, Марии Магдалины есть церковь. Время от времени я заглядываю, то есть туда. А так нет, не хожу. То есть мне хватает общения и так. Так. Молитва перед выходом из дома является защитой? Да, конечно. Не знаю, откуда эту информацию получила. 40 раз читать очень наш. Это защита. Если вы верующие. То есть здесь опять же смотрите, к какому вы эгрегору принадлежите. То есть вот это вот все. Где посмотреть, какие у вас есть обучения. Тань, у меня нету страницы своей. То есть на данный момент пока еще. Такой вот, да, то есть где можно зайти, посмотреть обучение. Но обучаем мы, в принципе, всему. То есть я работаю не одна, вы знаете, у меня есть хорошая команда, девчонки, сейчас они прям костяк такой у нас сформировался. Это одно. Я работаю с Юлией, да, которая у меня вот уже много лет партнерские работы у нас с ней такие хорошие. То есть биоэнергетики, рунам, руническое. Но смотри, рунам я обучаю, то есть просто, чтобы вы знали, я обучаю только для того, чтобы я не даю вязи или ставы или что-то еще. Нет, я потому что, знаете, есть хорошие рунологи, к которым можно по этому поводу обратиться. К рунам я обращаюсь, я обучаю только для того, чтобы вы могли что-то рассмотреть. Чем я их люблю? У них конкретика. То есть они говорят, где причина, то есть с чего началось, то есть там магического, так я всегда говорю, там магического нет. Там четко говорят, где ты накосячил сам, что надо исправить. Вот это вот мне нравится. Поэтому здесь такое, ну как, основы руны я даю и все. Дальше у нас второй есть. Потом вот "Матрикс", да, но "Матрикс" я обучаю только напрямую. То есть вот сейчас вот в сентябре, опять же, повторюсь, будет "Матрикс". Это у нас там и начало гипноза, то есть, основы гипноза, это у нас, телепатия основы, это работа с фантомами, то есть там немножко целительская есть, такой, то есть вклад тоже идет такой необычный немного. То есть так что, ну, хватает. Нумерология. Самое главное, у нас основа еще и нумерология идет. То есть нумерология вот щас будет 29 числа, 29 июля. А потом неизвестно, когда будет, просто чтобы вы знали. Вот так вот. То есть так что так, сейчас делают из дна круг и поджигают, в середине кладут крест. Не знаю такую, Ириш, первый раз слышу такое. Возможно, что это какая-то старая на самом деле, то есть не знаю, честно, не слышала. Возможно, что это действительно что-то рабочее. То есть, ну, опять же, кладут крест, это все равно принадлежность к какому-то эгрегору идет. Так, Леночка, я вам ой, проскочила. Так, 40 свечей я сказала. Спасибо, я тоже хожу, на молитвы часто, особенно перед выходом из дома. Кстати, просто вам скажу, да, мне когда-то священник мой тоже говорил: "Мы неправильно молимся". То есть мы вот эту скороговорку читаем, да, молитву какую-то определенную. Да, есть, кстати, классные молитвы защитные, они есть. То есть это здесь даже разговору не может. Псалм 90 классно работает. Но это, опять же, если принадлежность у тебя есть. То есть если ты подключен так серьезно. Это одно. Следующее, выход из дома. Да, работает, если молитву. Там вот это вот мне очень нравится. Там Иисус впереди, Мария позади, ангелы-хранители по краям тоже работала. Вот раньше я ее тоже использовала, сейчас не надо мне уже это, укрепилось все. То есть вот такое вот, что еще?
Извиняюсь, я отвлеклась, потому что немножко в эту сторону скинула, как говорится. Эм, Молитвы, то есть когда вы молитесь, когда вы что-то проситесь, надо обращаться, например, говорить. Ну, это элементарная вещь, да, говорить. Через «я прошу Отца», через Сына Твоего Иисуса Христа. Вот так вот тогда говорить. Тогда будет услышано лучше. Вот так. Как защитить себя от энергетических вампиров? Ну, энергообмен должен быть всегда. То есть иначе ваша энергия, она застоится, кстати, и которые есть, вот как я их называю, кровососущие гипервампиры, да, их не так много на самом деле. Очень часто бывает, что, как ни странно, доноры могут где-то там так сработать не то. То есть вы можете сами быть, например, донором, да, и думать, что вас качают, хотя на самом деле рядом с вами, с вас ничего просто так с донора не возьмешь. Тут такое дело, доноры непростая фигура. Но вот чем можете защищаться? То есть, во-первых, на визуализации где-то обрубать, да, второе — это иметь какой-то талисман при себе. Вот и все. Элементарно, опять же. Я говорю, все просто. Не усложняйте сами себе, потому что все гораздо проще. Казашка, ну, слушай мусульманские, христианские молитвы. У кого как, я говорю, у кого как работает. Хотя, знаете, я, например, немножко так отношусь, когда, то есть все равно у нас свои боги, да, были, то есть языческие те же самые боги, которые, старые боги, как я их называю тоже. То есть и я немножко категорично отношусь, когда, например, славянин начинает уходить в какую-то там индуистскую какую-нибудь веру. То есть, потому что очень часто, то есть есть те, которые действительно там хорошо переход и все остальное, но очень часто бывает, что просто дань моде. Вот так вот. Просто обыкновенная дань моде, и человек потом не понимает, что с ним происходит. Если, например, он был под одним эгрегором, очень мощным, там, христианским эгрегором, мусульманским эгрегором, мощнейший, вот, а потом переходит в более слабую веру, его, естественно, начнет бить. То есть вот, чтобы вы тоже это знали. Скажите, коллега дала мне пакет с орехами. Что это значит? Я не спросила. Может быть, человек просто хотел просто что-то дать? Не обязательно сразу во всем какую-то подоплеку. Я тоже много могу чего давать. То есть с удовольствием, например, что-то если изготовила, да, с удовольствием пойду соседке отнесу. Молитва Куприяна. Опять же, молитва Куприяна, ее еще надо читать уметь в оригинале. Это не так просто. Она очень сложная. То есть и правильно надо это делать. Поэтому, да, можно, но если вы умеете это читать. Всем своим родным положила пояс живых помощи, ага, 90-й псалм. Это сила. Он на самом деле сильный, то есть когда я чищу, делаю чистки, к примеру, таким эгрегором, да, через этот эгрегор, через христианство, я тоже обязательно включаю 90-й псалм. Так, друзья мои, я вообще хотела бы коротенько, потому что слишком много всегда болтаю много. Адриан, может быть, действительно человек кто-то хотел помочь просто немножко. Мой брат ушел из мусульманства к Кришне. Кришнаиды, ну, вы знаете, она не слабая вера, честно говоря. Она действительно не слабая. Вопрос к вам, Лиля. Куда деть книгу Евангелия бывшего покойного? Может, если вы не хотите ее иметь, отнесите в церковь. Самая элементарная вещь. Отнесите просто в церковь. Да, Лиля, так Бог же один, просто в разных религиях это называют по-разному. Я не говорю, что Бог разный. Он на самом деле один. Но эгрегор, подпитка, она разная. Вот в этом все дело. Мы создали эгрегор, так же, как сейчас создают эгрегор постоянно чего-то, то есть постоянно там карты, либо еще какой-то ерунды, каких-то нововведений, то есть вот это вот. Именно эгрегор существует, и он мешает нам напрямую работать с высшими силами. Вот кто у меня под этим эгрегором. Почему? Потому что как раз идет, что вы многие любят очень ходить в церковь, головой там биться о пол, да, и очень серьезно, и чуть что сразу туда. Но я говорю всегда, Бог, Он не там, Он тут. И это, кстати, не мои слова. Это я еще помню, когда я так с детства мне это говорилось. Мне исполнилось 50, через 20 дней началась война. Число 2 самое устойчивое, и это страшное. Число 2 не очень хорошее число само по себе. Но это надо более глубоко говорить, да, потому что это число 2, оно интересное. То есть вы у меня являетесь либо донором, либо гипердонором, то есть с вашей даты рождения. Число 2, то есть 2 числа нежелательно никогда. Почему я говорю? То есть восьмерка и двойка, они неприятные числа.
а не восьмерка — это хождение по кругу. Что бы там ни говорилось, когда мне говорят о том, что напиши восьмерочку на руке, и вот будет тебе счастье, и деньги тебе будут. Нет. Хождение по кругу. То есть вы не забывайте, что это такое вот, да. Даже она выглядит так же. Это одно. Следующее — это у нас двоечка. Она очень интересная, она всегда дает распутье. И двойка еще плюс энергия двойки нельзя при двойке давать в долг, то есть это 2 числа, 22 числа, вот такие вот вещи. Либо давать числа, вот именно суммы такие же, все, что связано с двойкой, потому что не вернется или будет долго возвращаться, чтобы вы понимали. То есть двойка сама по себе непростая, но эти вот, я говорю еще раз, это изучается на нумерологии более глубоко и рассказывается, в чем проблема там. Эм, Здравствуйте, Лилия, православная. Хорошо, и никого никогда в свою религию не променяю. Я очень молодец. Я ничего не говорю, ребята. То есть у каждого свое, как говорится. То есть тут ничего не скажешь. У каждого свое. Где мы тут дальше? Надь, спасибо за это. Как определить энергетического вампира? С настоящим энергетическим вампиром, гипервампиром, потому что вампиры классные. Я их люблю. Они очищают пространство. После них хочется работать. Всегда это говорю. А вот гипервампиры, да, то есть их можно посчитать. В принципе, там есть эти цифры, также у них дате рождения, это одно. А второе, с ними рядом становится холодно. То есть у тебя нету сил, ты спать хочешь, у тебя вот ни с того ни с сего падает. Но еще самое интересное, спать ты хочешь и с донорами рядом. Потому что от них спокойно становится, хорошо спокойно, и поэтому такое состояние. Поэтому здесь можно и перепутать. Лучше всегда иметь дату рождения. Ага, вот, кстати, вот это прекрасно, конечно же. То есть когда люди вот действительно, ну, они открытые. То есть я про кришнаитов я ничего плохого вообще не могу сказать. Я говорю, каждая вера, она где-то есть. Все зависит от людей. Вот самое элементарное. Есть плохие люди, есть хорошие люди. А вера здесь особо ни при чем. Ну, вот так вот. Все, мои дорогие, давайте-ка закругляться. Не хотела на самом деле, то есть вот именно, чтобы долго сильно сидели. Да, у человека теряется концентрация, когда он дольше сидит. Ему становится скучно. Все, на этом все. Увидимся, кто у меня идет на нумерологию, увидимся 29 числа, да, возможно, я еще выйду на этой недельке, если получится. Но с остальными в воскресенье, естественно. Хорошего всем вечера, чтобы у вас все получалось, и будьте немножко умнее, то есть думайте всегда, когда вы что-то заказываете. Смотрите, пожалуйста, какие вам защиты ставятся. Не обвиняйте лишний раз какого-то мастера, что якобы у вас не получилось, да, что там какие-то проблемы есть, да. Надо все равно смотреть, почему это происходит. То есть не надо ждать от защит чуда. Вот самое главное. То есть вас действительно будет где-то обходить, что-то там вот у вас будет защита, если вам ставятся нормальные защиты, вас обходит и все остальное. Но это не значит, что ваши враги вас не видят, чтобы вы тоже это знали. То есть они все равно будут стараться. И всегда есть срок годности, тоже об этом не забывайте. То есть время от времени надо смотреть. И еще, кстати, вот этот момент я не сказала. Когда один мастер ставит защиту, а другой более сильный, он может ее пробивать, чтобы вы знали. То есть если вот делаются атаки какие-то, тоже поэтому ну так. Все, мои дорогие, увидимся с вами еще на этой недельке. Хорошего вам вечера, чтобы у вас все получалось. До свидания.